Вот это да. Блин, там что-то страшное, север. Сзади просто толпа. Поехали-ка, ребятки, в Ригу. Время 3:58. Вот, утро. Наверное, совсем изголодавшие. Хороший окунь. Вот что ей дался, кто знает, ребята. Хорошо, что я хотя бы взял. Доволен? Очень. Охренеть. Есть. Это вроде первый. Блин, просто раздает, ребят. Всем салют, с вами Саня, Adventures Brothers. Сегодня мы выехали с Севером на рыбалочку, половим вечером. Вот я ему уже подготовил удочку. Сейчас готовлю, собираю свои спиннинги. С собой у нас будет троллинговое удилище, с собой у нас будет ультралайты. Погонять окушка, может быть жерешка. Выехали мы на один вечер. Вечерком рыбачим до темноты. Возвращаемся в лагерь. Посидим у костерка, пожарим шашлычок. Дождемся рассвета и на рассвете поедем куда-нибудь. В зависимости от того, как пройдет вечер, будет понятно, куда мы пойдем утром. На рыбалку мы едем довольно-таки часто, но видео снимаем с каких-то в основном больших поездок. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки. По вашим реакциям будет понятно, имеет ли смысл вот такие короткие выезды снимать и монтировать из них фильмы. Вот. Если не зайдет, то ну окей, попытка не пытка, так сказать. Набирайте лайки и пишите свое мнение в комментарии. Ну что, готовишь? Да. Что готовишь? Бутики тебе из невкусных ингредиентов и мне из вкусных ингредиентов. А какие невкусные? Невкусные хлеб. Белый? Да. И? Покажи. И вот это вот хамон. Хамон. Хамон невкусные ингредиенты. Окей. Какие вкусные ингредиенты? Мяско вареное, хлеб кисло-сладкий. Понятно. Ну, как говорят у нас на родине, подрастешь, поймешь, что такое Почему вкусное. оно блестит, как рыба? Ну, прозрачное. Жир. Нет, ну... Жир. Да? Да, ну зацени, попробуй. Вкусно, но не для бутиков. Ну, не знаю, мне кажется, хамончик тема. Ну вот, у тебя только полбутика с хамоном, остальное... Ну, еще сыр пойдет. У тебя будет лук. Мясо и Филадельфия, все. Сыра не будет, да? Да, зачем? Окей. Ты что, решил сразу питонить? Да, вот этот сразу, вот этот почти сразу, вот этот потом. Ну, в лодку-то с собой будешь брать? Мы допоздна будем. Вот эти вот в лодку. Угу. Так, ну заворачивай в Нифига, фольгу идеально потом. подходит. Ну так, ясен пень. Вот мне это нравится. Лучок есть, все есть. Не забудь, стой, крышку чуть-чуть помажь. Чуть-чуть Филадельфии, чтобы прилипло. Совсем децл. У тебя будет тогда слишком много сыра. Ну, отлично. А в лодке всегда немного сыра. И в фольгу заворачиваю, да? И оса на твоем бутике, осторожно. Смотри, твой бутик мне понравился больше. Смотри. Ну, и сейчас она На ноже. улетела, во-первых, а во-вторых, у тебя яд теперь на бусике. Так, смотрите, ультралайт будет у меня выглядеть следующим образом. Небольшая катушечка, Ванфорд 2000. Спиннинг Majorcraft с тестом от 2 до 10 грамм. Очень быстрый, чувствительный, жесткий спиннинг. Я особо такие киселевые не люблю, мягкие. Дальше идет у нас шнурочек.
Варивас 0,6 PE по Японии. Потом специальным узелком у нас привязана уже идет флюорокарбоновая леска. И маленькая вот такая вот застежка. Поставим поппер. Вот такой маленький поппер от фирмы Йозури. Очень хорошо работает. И жерех любит, и щука, и окунь любит. На более крупные модели попадался сом, но уже совсем на закате. Жерех попадался совсем на закате, и сом попадался совсем на закате. Ни разу я так и не увидел этого сома. Большой сом, ну, относительно большой. По крайней мере, на ультралайт я даже не видел его. То есть он тягал. Глубина там порядка 1,5 метров. Даже с этим учетом я не мог его поднять. В конце концов он заходил под лодку. У лодки у меня лодка была рибовская, и у нее такой резиновый демпфер стоял по самому килю, для того, чтобы, ну, если где-то швартуешься на камне, чтобы не бить стеклопластик, и на нем были местами уже зазубрины. Леска попадала между этих зазубрин, ну и, разумеется, пережигалась, перерезалась, поэтому так мне не удалось. Может быть, на этой лодке удастся, посмотрим. Поклевка у сома на поппер своеобразная, то есть если окунь, он иногда берет с ударом, иногда он берет с таким звуком. Ну, короче, он достаточно активный, его сразу видно, что это окунь. Щука берет обычно с брызгами, с волной, с выпрыгиванием из воды. А с самом другая история. То есть поппер идет по воде, и в какой-то момент просто он образуется такая, как воронка. Сом подходит, он открывает резко рот. Поппер просто падает в эту воронку. И дальше уже сом хватает, переворачивает хвостом и в обратную сторону начинает убегать. Ну и выходит так, что в основном у него это удается. Так, ну что, 2 спиннинга собрали. Мой и Северина. Северина вы, наверное, давно не видели. Последний раз вы его видели, когда ему было 11 лет, наверное. А сейчас ему уже 14. По троллингу, ну если будем троллить вообще, малому я сделал вот такой спиннинг. Тест небольшой, до 30 грамм, 10-30 грамм, 2,40 длина, Бисмастер. Раньше очень такая знаменитая моделька была. Очень приятный такая приятная палка в руках. И такая плетка сделана, залитая лаком, шелковая. Подарили мне эту палку много лет назад. Прям такая хорошая, легкая, но в то же время, хоть у нее тесты 30 граммов, бросал я на него бигбейтов 140-граммовых, большущих, без проблем справляется. Даже подымал щук, ну не знаю сколько весила она, но может больше килограмма. Клюнула под мостом, я на мосту стоял, спокойно, запросто подымал ее вверх с моста. О, есть! Есть! Блин! Около опоры! Очень выносливая палочка. Вот. Шнур 0,28, по-моему. Дайвовская недорогая катушка 4000-я. И раполовский Tail Dancer с заглублением 12 метров. Вот на что будет ловить Север, на троллинг. А я буду на троллинг ловить вот на такую палку. Тоже шимановская. Модель называется Катана. 3 метра длина у нее. Конечно, не троллинговая палка, но я использую ее, короче. Тест у нее до 45 граммов. Шнур 0,18. Очень крепкий, качественный шнур японский. Поводки для троллинга использую я. 30-сантиметровые титановые жесткие поводочки. И вот такая вот колбасина.
от Strike Pro. Большой такой довольно-таки воблер. Заявлено, что он погружается на 12 метров, но, как показала практика, он и на 9 не ныряет. Поэтому я буду идти по бровке, стараться, чтобы мой шел на 9 метров, а Северина шел на там 11 плюс метрах. Так, заварю чайку. Чайку заварю. И погнали. Погнали. Ну, ты готов? Да, ты там сколько положил, где моя фанта? Фанта? Да. Сейчас дам. У тебя было так, что тапок, вот, когда ты его так снимаешь, в воду падает? Вот. Ты готов? Что? Да. Погнали. Ну что, прибыли мы на точку, на обрыв, песчаный обрыв, резкий. В принципе, на Даугаве самая, наверное, большая возвышенность. Постоянно падают деревья, постоянно берег обрушается. На дне множество деревьев затопленных, и периодически там попадаются на троллинг сомики, попадаются судачки. В прошлый раз мы там с Василием сама поймали. Вот. И, в принципе, сейчас 7:30. Мы планируем полчасика потроллить. Как раз полчаса хватает для того, чтобы пройти эту всю стенку. Полюбуемся вечерней рекой до 8 часов. А потом поедем ловить на мель хищника помельче. На реку приехал Женя, мой однокурсник, старый приятель. Он уже поймал 5 судаков. Ловит он сейчас примерно 15 километров выше отсюда, вернее, ниже отсюда по течению. Вот. А троллить мы будем вдоль обрыва. Обрыв резко идет под воду. В принципе, он повторяется. Вот как он идет по суше, так же он идет и под водой. Лодка пойдет вдоль,
Один воблер у нас будет стоять на 9 метров, второй воблер у нас будет стоять на 11 метров. Воблерами мы будем прочесывать дно. Единственное, там очень много деревьев затоплены, потому что постоянно с обрыва они падают. Но зато там есть хищник, которого мы будем искать. Погнали! Забрасываем твой. Все, вставляю его в крепление, вот в то, Север, в держатель. Зачем? Ну, садись на сиденье, можешь в руках держать. Если... Вот в это? Да, можешь в руках держать. Я еще и сяду тут рядом. Смотри, как красиво. О, Гауя. Да, почти. А, это та самая скала? Это та самая скала. Тебе отсюда будет интереснее. Смотри, вон дерево на дне лежит. Смотри. Чего? Вон, видишь? О, вижу. Ну. А, ну тогда да, тогда крутой холод очень. Да и холод, как и холод. Просто тебе, ну, интереснее смотреть. А где оно лежит? На дне. Вот оно, и там куча рыбы. Это все рыба? Это все рыба. Но это, скорее всего... Ох ты! Вот я и в это дерево вляпался, похоже. Да. Вытаскивай свой спиннинг, Север. Отцепил. Тогда я могу забрасывать? Подожди. Раньше там лежал большой дуб на обрыве, но постепенно его оттуда убрало. Но дно здесь очень интересное. Вот смотри, видишь, стоит коряга вертикально, и от нее тень отбрасывается. В смысле тень? Ну вот, видишь, вертикальная коряга, вот, смотри, Ну да. и от нее тень. То есть это тени показывает даже. А как, если это холод? Ну, там, где сигнал прерывается, образуется тень. А, тень в плане не световая, а... Не световая. Так, ну можешь забрасывать. Вон какие там деревья. Так, сейчас 20 метров. Подойдем чуть-чуть ближе. Вот примерно так? Вон красненький. Более-менее, да. Подойдем ближе и пойдем так, чтобы не цеплять деревья. Что деревья примерно на 15-метровой глубине находятся, макушки деревьев. Вот мы будем стараться идти так, чтобы над этими макушками. Целые джунгли под водой. Смотри, Север. Вон, смотри. Тут ты Костю знаешь? Костю я знаю. Помнишь, я в покер раньше играл? Нет, не помню. К Сереге тренеру ездил, играл в покер Помню. по выходным. И вот однажды я к нему приезжаю. Ну, мы пацанами целой тусовкой собирались играть в покер. И Серега говорит, будет еще там 2 человека из России. Костя 10 лет назад, это 10 лет назад было, он продал квартиру в Москве и купил здесь дом, как раз у Сереги в поселке, ну, в нашем поселке. Нифига. Да, и так мы познакомились на покере. Вон Женька летит, смотри. Вот и вот так потихонечку подтягивай. Так, раз, потом выматывай. И вот так тяни. Давай. Стой. Опа. Привет. Здорово, Женька. Здорово. Ну чё, как? Ну, не, ну норму взял свою там. 50-47. А, ну нормально, нормально.
Красавелла? Но двух взял на пелагику, на салатовый, правда, не на этот. Да. Ну, на лайт. Чисто на просто классический джиг, да? Не, пелагику. Ну, я смотрю лайт-датчик. Понял, И в понял. пол воды я кидаю. Я понял. В пол воды имеется в виду не на дропшот, а... Нет, это не, ну как бы это, ну как это, ну проводку. Я понял. Ну, то есть не по дну, а на резину, на твистер. Я его вижу. Да. Я его вижу, и я его ловлю. Конкретно вот эту. А трех вот на эту снасть. Вот такая вот снасть. Дропшотовая. С мультиком, да? Потому что я ловлю не обычный дропшот, я ловлю. Да. Ну, ты знаешь. Я понял. В принципе, иногда я даже использую этот датчик лайфовый. Ну так. Смотрю вправо. Слушай, толстый шнур у тебя довольно, Да. четырехжилка. Двоечка, четырех. Да, мне четырех больше нравится. Но он довольно абразивный. Кольца держит. Да, нормально вроде. От Гармина, конечно, отличается. Там все такое, типа, рыбу типа, как будто бы он желто-красненьким показывает. Ну, здесь есть как бы и свои настройки, да, ты можешь. По литру выбирать. По литру, да. Ну, 7 нажми. Ну, Ага, 8. Ну вот она- типа, вот типа Гармина типа такая. а-ля Гармин, Да. Типа а-ля Гармин. Так, Женька, давай чуть-чуть отплывем от берега. Ну что, Женька, протроллю я здесь разок. Все, давай. Смотри, Северин, целое настоящее большое, как в саду. И рыбы там стоят большие слева от него. Сейчас опять зацепишься. Может быть, удастся нам их хапнуть. Смотри, какой лес интересный. А низ такой лысый, да? Потому что свет туда не проходит. Я имею в виду, что... Ну да, поэтому листья наверху. А вот смотри, видишь, как дно будет Кстати, меняться? что за красная дрянь? Вот На- это? справа, сверху. Рыба. А это что? Это все рыба? Это все рыба, да. А что он показывает вот вверх? Ну, лещи какие-то. Что показывает? Нет, ну вот какой параметр показывает справа сверху? Вот это? Да. Он показывает узкий луч под лодкой. Это широкий луч под лодкой, который перекрывает вот эту вот черную полосу. Это ничего. А вот это 12 метров от лодки, 12 метров от лодки и до 40. То есть широкие лучи. Структуру сканируют. Видишь, люди думают, что если есть эхолот, легко поймать рыбу. Вот, мы рыбу видели, деревья видели, коряги видели, глубину видели. Воблеры идут по нужной глубине, даже иногда по дну чиркали. Но не так легко поймать эту рыбу. Недостаточно одного только эхолота. Наверное, на мель пора нам. Слушай, ветерок стихает. Нет, ну, даже эту рыбу не поймали. Но что ты думал, что каждый раз мы поймаем рыбу? Нет, ну в плане хотя бы одну с троллинга. С троллинга можно за весь день не поймать ни одной рыбы, да? Так, ну что, поехали до Женьки. Поплавали, потроллили, продышались, просто полюбовались красотой реки. Женька полетел ближе к лагерю ловить судаков дальше. Он тут попробовал, но у него ничего не получилось. А около лагеря есть хорошая обровка, такой язык под водой. Вот он его обловит. А мы на мель. Я Женьку тоже звал, он говорит: не, нафиг мне ваши окуни. Окунь во, судак во. Мы ж не за размером, но зато там не только окунь, там еще есть вариант жереха поймать. А у Женьки только судак. Ну, сомик, правда, у него тоже может клюнуть. Что ты больше хочешь, судака поехать ловить или окуня? Окуня. Я тоже. Мы за окуня и за жереха. Погнали. Ну, окунь там. Да. Угадал.
Ну вот мы и на мели. О, нифига, я там маленьких рыбок распугал. Да? Значит, малек есть. Не, рыли, смотри. Ага. Немножко, конечно, ветрено для поппера. А по какой причине тогда ты его взял? Не хочет сегодня пока окунь, смотри-ка. О, Нифига себе, видел? Я видел, Север. да. Но там удар был максимально слабый. Как будто она просто отрезала ломтик хлеба. Ну не ломтик, а этот. Но это был окунь. Это был окунь, Север, у тебя. Причем очень маленький. Не факт, не факт. Что ты взял? А что ты перекинул меня? Я не знаю. Это какая разница? Ты все равно быстрее вытащишь меня. Ах ты, блин. У меня, кстати, то... О, есть. О, молодец. Слышишь, я ее забайтил, короче. Не спеши, чтобы губу не оторвать. Я очень, когда первый раз мне что-то приснилось, я очень быстро поплыл и забайтил ее, короче. Ага, Боже, такой мама. покажи. Молодец. Отцепляй аккуратненько. Красавчик. Север меня обловил, поймал первого окуня. Ну что, выпускаем, может, его? Да. Куда он такой Нафиг он малышок? нужен. Ну? Ну, хотя подожди, а уху на утро не надо? Уху на утро, ну, он маленький, наверное, для ухи. Если бы нам живцы были нужны. Ну, если бы мы еще поймали сейчас, а мы, наверное, поймаем. Не, ну смотри какой. Возьми его за губу, за нижнюю. За губу? Да, вот за это, вот так. Бери, не бойся. Ладно. Ну, отпускай. Фу. Че, наплевала на тебя? Да. Ну что, ловим дальше. Ага. О, гонится, гонится. Ну давай. Так, а ты быстрее начинай тянуть, типа ты убегаешь. Наоборот. О, видел? Да. Ха-ха. Тоже небольшенький. Абсолютно такой же. Угу. Долго ты его байтил? Долго я его байтил. Кстати, Женя же О, мороз. бегает сзади, смотри. Бежит. Ну, ах ты, блин. Я даже не видел, кстати. Да. Ну, блин, конечно, размер. Бедолаги. Ловим Ах, где-то 1,5 часа. Потом едем в лагерь. Приезжаем, уже темно. Костерочек разводим. О! Гонится опять. Костерочек, короче, Север. Шашлычочек. что дальше? Поспим у костерка. Сколько-то. Утром поедем, наверное, на речку Айвекс-то. Что? На речку Айвекс-то утром, Северин, поедем. Вылезу на островок на этот. И попробую там походить. Там крепкое, хорошее дно, камушки лежат. Зайду за него и обкидаю заводь. Там тоже вот такая мелководная, поэтому на лодке не подплыть. А Север здесь будет стоять на якоре, пытаться кого-нибудь выдрать. Так, слушай, я на остров. Так что я тебя на якорь поставил, оттолкну тебя от берега. Давай, кто больше поймает окуней? Он. За 15 минут. Ты
Думаешь, мы поймаем окуня за 15 минут? Да. Ладно. Десантируемся, ребята. Ну, какая травушка маленькая растет. Ну вот остров. Сейчас пойдем, выйдем в заводь. Раньше этот остров выглядел немножко иначе. Он был камышовый. Вот был он. Вот таким образом шел. Потом протока была и следующий остров. А потом как-то пару лет назад был очень сильный сброс воды. Причем на целое лето. 3 месяца, наверное. Была низкая вода. И как-то здесь коровы паслись. Короче, лепешки коровьи были повсюду. И этот остров постепенно... Смотрите, здесь даже клевер растет. Вот он уже отцвел. Здесь растет клевер, щавель, какие-то уже кустарники. Вот ива выросла. То есть этот островок, который раньше был камышовый, скоро будет уже полноценным островом, наверное, даже с деревьями. Смотрите, какие красивые цветочки. Тик-тик-тик. Ну вот и заводь, смотрите. Вот про что я вам говорил. Вон там север в лодке. А вот мы здесь. Ой, и мята здесь ездит, посмотрите. Здесь вот в тенечке растет вкусная мята. Ну что, посмотрим, что в этой заводе. Причем мы не просто будем закидывать, а мы зайдем, подойдем вот к той травке. Там есть такая более-менее чистая, свободная вода. Там покидаем. Вдруг там жерех сейчас малька загнал. Тихонечко подходим. Трава. Подходим на самый угол. Здесь с угла еще покидаем. Попробуем. Вот там вдалеке цапли. Нифига не поймал. Наверное, север обловит меня все-таки. Сейчас пойдем посмотрим, что у него там. Вон он на лодке кидает. Периодически уже то там прыгает жерех. Солнце как раз скрылось за деревьями. Ну и теоретически обычно в это время самое интересное начинается. Наилучшее время для рыбалки в этом месте — это конец июля. А сейчас у нас первая неделя июля только. Блин, лето как только началось. Только еще вот буквально недавно ездили на открытие в апреле. Бэх. Через неделю середина лета. Грустно. Стало лететь время. В детстве как-то лето длилось долго. Надо будет у Севера спросить. Вот ему сейчас 14. Как у него время летит. Надеюсь, что тянется.
Ему, наверное, кажется, что еще вся жизнь впереди. А жизнь-то она фук, и все. Как одна большая затяжка. И пора бычковать, как говорится. И ты уже в пепельнице. Голод наступил. Ну, разворачивай, распаковка. Так их же две части. Нафиг его разворачивать. Надо порвать и с луком, и с Филадельфией, и с мясом. Ну давай, питонь. Север доел? Нет. Давай, доедай. Сейчас клев начнется. Ну, Север, помогай, что-то у меня не получается ничего. У меня тоже не получалось. Вот я говорил, наверное, просто. Перекус. Только оттуда ушли, смотри, как там бьет Север. Невкусны наши поперы. Ну, а тут ни на что другое сейчас не половишь. Очень мелко. Очень мелко, тина. Слушай, но все равно по кайфу. Вон, как там влупило, ты видал? Да, видал. Просто что-то жесткое. Вон человек в воду упал. Офигеть можно. Жерех просто раздает. Раздает, но не нам. Приколись, я сегодня собирался дома. Первый раз в жизни вообще такая хрень. Мой, короче, курдюк со всем шмотом, полностью со всем. Там с этой зубной щеткой, шмотки. О, смотрите. О! Вот он. Вот он. Вот он, Север. Тот, который бил. О, жерех. А нет, это окунь здоровый, нифига себе. Это он там так раздавал, приколи. Ты посмотри. Ну да, большой. Ну вот он. Долгожданный кабан. Так красиво взял на всплеск. Таких бы побольше. О! Ой, Есть? у Севера. Ух, нифига себе. Ух Ну, ты, кстати, осторожно это тяни. Это получше, чем прошлый. Осторожно. О, какой кабан. Молодец. Аккуратно подымай. О, нифига себе. Подымай в лодку. Бля, подымай. О, О, вот это да. Да, это тоже большой. Вот это да, Север. Красава. Быстрее цепляй, там стая. Нифига. Тихо, тихо, успеешь, Север. Давай, лови. Угу. Смотри размер. Угу. Есть. Ай, слушай, над рундуком свою рыбу. Над рундуком. Вот такие, ребят, дела. Пробуем еще. О, смотрите, гоняет, гоняет, гоняет. Гоняет, сейчас будет. О, есть. Хороший. Дождались мы, ребятки. Дождались. Смотри. Ну, тоже хороший. Ага. Так, сейчас тебе плоскогубцы дам, Север. Сейчас от этого цеплю. Слушай, ну реально полкилограмма. Ой, как там ударило. Ё-моё, что там? Там что-то страшное, Север.
Адская раздача. Ребят, раздача пошла. Такие выходы есть, что тут кило с плюсом окуня. Я думал, это жерехи, это окуня. О, ни хрена себе. Кидай туда, где я, там целая стая сзади, посмотри, там стая огромная. Кидай туда. О, тяни, аккуратненько. Сейчас там будет у тебя тоже удар. Потому что там, он у тебя бьет уже. Не спеши. Тяни. Есть. Молодец. Посмотри, размеры какие. Север молодец, красавчик. Там целая стая. Ну тоже там какая-то тварь большая. Офигеть. Блин, молодец. Не клади в лодку, сразу в руку бери. Да, его возьмешь, конечно. Ребята. Кстати, этот хотя... Просто я этого тянул, сзади просто толпа. Он меня убил. Этот меня даже не съел, я его сам сцапал за губу. Ну да, не, ну за переднюю взял. А, есть такое. Я ее порвал. Он просто тяжелый. Ну давай еще. О, сейчас возьмет, смотри. Гонится, гонится. Кидай тоже. Слушай, ну как я и говорил, да, на самом... О, нифига себе! Ой, Вот это да! я даже Слушай, у тебя акула там, Север. Вот это да! Блин! Офигеть! Не клади ты его на борт. Я не могу, он тяжелый. Открывай тогда рундук, пускай все время будет открыт аэратор. Сейчас возьмет у меня, смотри. Да блин. О, сейчас. О, ну давай, давай. О, есть. Охренеть. Блин, просто раздает, ребят. Просто раздача. Север, моего тоже кинь. Ой. Я видел. Сорвался. Гандон. Сколько мы времени там проловили, да? 2 часа. И с окунем знаешь, как бывает? Бывает, что вот за... О, ну давай. И у меня есть. И у тебя есть, да? Ой, хороший. И у меня хороший, посмотри. Не, у меня прям вообще... Так у меня вообще, смотри. Полкило, Север. Да, у меня тоже вон. Охренеть. О, смотри. Охренеть. Ну, по борту не бей. Ой, дебил. Я офигею. Огромный. У тебя еще больше. Да, это, наверное, самый большой. Хотя не, первый был самый большой. Ты видел? Да. Есть. Чекни. Заглот. Да ё-моё, что там творится? Я, пожалуй, пока вытру. Ой, сорян. Ой, подожди, у меня сейчас, наверное, башка кровавая. Раздача, ребята, полным ходом шурует у нас. Очень приятная крупная рыба.
Есть? Тянешь? Ух ты, молодец. Нифига себе. Кабан. Главное, чтобы не в заглот опять Подымай. Ой, не в заглот. Офигеть, ничего себе. Че ты их по борту бьешь? Что? Рундук, наверное, надо не закрытым держать все время. Во, и там с ним и занимайся. Ну, мы, скорее всего, будем все мокрые. Есть. Интересно, ребят, как долго это будет продолжаться у нас это Эльдорадо. Ну, берет жадно, прямо под самые гланды. У меня не в заглот, у меня с самой губы не может отцепиться крючок, абсолютно. На, плоскочи, на, плоскочи. Да что ты, это ж вода. Ну, это вода. Я как бы чистым хотел быть. А это вода с дрянью. Интересно, как долго этот клев будет продолжаться. Пожалуйста, не убивай меня. А, хорошо. У меня даже не обрызгал. Такой лох. Сейчас бы еще жереха. В принципе, я думаю, минут 10 у нас север максимум есть еще. Север? Ну что ты сейчас скажешь? Поппер говно? А? Что ты сейчас скажешь по поводу поппера? Не, поппер не говно. Не, ну в плане... Я думаю, он тут конкретно не работает. Но, видимо... О! Место. Нифига себе, у тебя чаще клюет, чем у меня. Ну, кстати, сейчас уже да. Я считала, вроде бы... Сначала было у тебя на 2 рыбы больше, но теперь у меня на 1 больше. Сколько там у нас уже рыб? Не знаю, много. О. Ух ты, щука, Север. Целиком выпрыгнула из воды, приколи. Ах ты, давай сюда. Целиком. Я офигею. Давай, щучка. Ну, свечку, давай. Ну, не будешь? Ой, щука рыба. Щука опасная штука, потому что у меня стоит флюорокарбон. Слушай, причем еще и зачетная. Так, как так-то? Берем? Мне тупо сил не хватает это говно вытащить. Давай. Такой эластичный. Держи окуня, держи окуня. Да-да-да. У него губа такая эластичная. Он выскользнул, это не я. Спасибо. Сор. Спасибо, Северин. Продолжаем рыбалку. Всем привет, уважаемые друзья! Сорян за временную остановку, рассказываю. Кроме наших обычных видео, которые размещены уже на канале и будут дальше публиковаться для бесплатного просмотра всем, вы теперь можете смотреть еще и эксклюзивчик. Это фильмы, которые не вошли в общий фонд, а доступны по спонсорской подписке. Чтобы стать спонсором, нужно сделать несколько нехитрых манипуляций. Во-первых, нажать кнопочку «Стать спонсором», которая находится справа от кнопочки «Подписаться», и дальше выполнить все, что вам предлагают. Стоимость такой спонсорской подписки 5 евро в месяц. Спасибо всем, кто уже стал спонсором нашего канала. Вы помогаете нам развиваться. Всех обнял, Костян.
На часах без 15:11 ночи. У берега плавают лебеди. Ну и не так далеко у берега плаваем мы. Так вот, я ж говорить начал, есть, говорить одновременно. Пошел Жор. Сказать я что хотел. Забыл я, короче, вот этот свой курдюк с курткой, со штанами, короче, совсем полностью, совсем полностью. А у нас, как бы, мы живем на Балтийском море. И у нас днем может быть 32, иногда и 35, редко. А ночью, ну вот сегодня, например, будет 12. А я вот в шортанах и в майке. Я уже начал паниковать, я не знаю, как, ну ладно, ночь я как-то просижу, у меня есть спальный мешок, его я не забыл. А так шмоток нет. Вот как я поеду на утреннюю зорьку ловить в 3:30, в 3 утра, в 3:30 утра, там температура будет дубак, будет сыро, влажно. Буду пробовать. У меня всегда в лодке есть дождевик. Ну, куртка такая баллоневая. И штаны баллоневые. И сапоги у меня есть в лодке тоже всегда. Но они такие неопреновые, может быть, может и не задубею. Ну, короче, молодец, Сашка, красавчик. Ну что, Север, давай продолжаем. Я думаю, Пишет, ну ё-моё. я думаю, что есть еще шансы у нас, Северин. Не расслабляйся. Продолжай. Ну хорошо, мы так, да, набрали. Покажу чуть позже вам рундук. Ну, не знаю, килограмм 5 рыбы мы буквально за 10 минут надолбили. С окунем вот так бывает. Никогда нельзя, ребята, если вы хотите охотитесь за окунем, никогда нельзя отчаиваться. Он может не клевать час, два, 3. Если вы поехали на вечернюю рыбалку на окуня, всегда дожидайтесь заката. Все равно уже, как говорится, ну, вечер типа как бы потерян. Проводите его на воде. И, возможно, вы тоже дождетесь эту 5-минуточку. Так, ну, имеется. Есть? Да? Блин, сорвался. Ну вот, у севера что-то окунь был. Урод. Ничего, сейчас возьмем, вон там еще крутится. О, гонится. Ну давай, промазал. Прямо под лодкой, ну вот реально. У меня тоже имеется, кстати, вроде. Видели ли вы когда-нибудь окуня в 11 ночи? Но скажу я вам так, он в это время... Ага, промазал. Так поздно ночью он берет именно на мелководье, насколько я подметил, именно на поверхностные приманки, потому что небо, оно, видите, какое светлое, хоть и ночь, и вокруг уже темно, просто камера вот эта светочувствительная. Экшн камера, наверное, вообще ни хрена толком не пишет. Вот, и на фоне светлого неба он видит темную приманку, поэтому берет. Он поппера воспринимает как более мелкого окуня, который чавкает и кормится мальком. Квадробера. А? Как квадробера. Ну, похоже, уже, наверное, все. Уже, наверное, если только щучка или жерех, окунь, наверное, уже не уговорим мы его больше сегодня. Ночь посидим у костра. Куда утром ехать? Сюда. Прошлое
прошлую поездку я утром здесь жереха поймал. Метров 100 туда дальше, близко к берегу. Или, ну что, посмотрели вы уже этого окуня? Поедем на Айвекс-то. Это от нашего лагеря примерно 9 километров вверх по течению. Я думаю, туда поедем. На прошлых выходных. Вот там вот дохера сейчас песков было. Где? Вот там вот очень много. На прошлых выходных мы там, я поймал хорошую щуку такую, трешку на вот этот ультралайт. Иди закинь. А Вася сама поймал. Вася сама поймала. О, взял, сорвался. Но небольшой был сер. Небольшенький. Да, не то, что наш рундук. Вот те были, конечно, кабаны. Давай обратно выйдем чуть на кайфанули. Кайфанули. Да, Север? Конечно. У нас же еще шашлык. Шашлык. Так, на часах 23:40. Сейчас попьем чайку. И поедем в лагерь. Жарить шашлычок. А пока мы пожарим шашлычок, пока мы поедим, там уже и рассвет. Вон, смотри, только что выход был так бульк с пузырями. Вот, там уже и рассвет, и уже пора будет кофе заваривать. Потому что сейчас у нас 6 июля, а так как мы живем на Балтийском море, у нас здесь темно будет. Ну, так, нормально темно будет часа 2. Ну, смотрите, в принципе, практически 12 ночи, а небо светлое. По большому счету, без света можно спокойно передвигаться. Конечно, если в лес зайти, там тьма тьмущая. А так ничего. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 север. Ты посмотри на это. Это вроде первый. Офигеть. Ну, Вообще круто. доволен? Очень. Поехали в лагерь. О, рыбки прыгают, смотри. Ну да, на мотыльков. Ну что, Север, как тебе ночной пролет? Что, вообще круто. Вот там вот ветра абсолютно нить. Где? В нише? Вот там, да. Лодка отплывает. Давай, выскакивай на берег быстрее. Да. Тапки еще одеть надо. Давай-ка это... Во-первых, я тапки одену, во-вторых, ты выскакивай. 33 килограммов 7 у нас получилось. Дождались мы все-таки его. Пойдем костерчик разжигать, надо дрова найти и будем коротать ночь. Как-то пытаться в майке и в шортах. Север, Да? дуй за дровами. Нет. Давай, чеши, иначе шашлык не пожарим. Обожаю Долгову. Такая мощная большая речка. Ну чё, Север, Ну, помрет батя в майке и в шортах сегодня? определенно.
Да? Конечно. Ну давай, парень, разгорайся. Смотри, как береста горит, да? Знаешь, откуда эти щепки у меня? Ну, Хорошо, что я их хотя бы взял. С Димычем ездили. и ты взял с собой щепки? Да, с Димычем ездили на рыбалку. У него такой был ящик. И там вот эти щепки были. И мы их все не использовали. Потому что дров было в том лагере, куда мы ездили, много. И вот, видишь, как пригодились. Я их на работе увидел и взял. Сейчас они меня будут согревать. По крайней мере, видел же, дров вообще нету в этот раз. А так, красота. Но если ветра не будет, не задубеем тогда. Если будет ветер, то от костра будет мало толку. А так ничего, ничего. Я, если честно, даже не хочу шашлык делать. А я очень хочу. Я прям голодный. Да? А ты нет? Не, Как ты не голодный? ну я бутик съел. А, Ну, в лодке. ну я тоже. У тебя еще бутик есть? Да. Слушай, ты нам сегодня вечерком, ну ночью, пока шашлык будет готовиться, забацай бутиков на утреннюю рыбалку. Ладно. Так, слушай, Север, готово. Погнали есть. Так. Ну что, Север, теперь реально голодный, да? Конечно. До этого было так, Чуть-чуть. слегонца. Сейчас знаешь, что будет? Сейчас знаешь, сколько времени? Ну, 2:34. Сейчас поешь шашлыка и захочется сразу же спать. Адски. Как думаешь? не знаю. Так а что, теперь можно есть? Да. Это был промежуточная А, проба дикий план. в целях твоей безопасности. Это значит, что типа, ну, проверка. Приготовилась ли или не приготовилась. Приготовилась. Теперь можно есть. Нет, подожди. Как? А если нам надо положить в костер? Согласен? Да. Так. Ты чё? Что ты тут за соус купил? Ну, вкусный соус. Сладкий. Стрит-фуд. Ну, сладкий? Да. Ну, давай.
Сладкий так сладкий. Помидоры бери, не забывай. Нифига. Прям промаринованная. Сейчас спать захочется, адский север. Сейчас будет первый раз в жизни пить кофе, чтобы спать не хотелось. Не, Не? смысл. Приколи, мы в прошлый раз, на прошлых выходных, с Васей с утра тоже всю ночь не спали. Только Вася еще выпивал. Маленько. Вот мы с ним поехали с утра. Кидали, и где-то уже часов в 9 утра у него было так, что он забрасывал, вытягивал блесну и даже не помнил, как он это сделал. Типа, ну, типа спал. Знаешь, как на автомате. Вроде как подрасцвело. Ставим чайник. Быстренько завариваем кофе. И погнали на рыбалку. Живой? Да. Живой? Да. Не замерз? Нет. Ну давай, вставай. Время 3:58. Утро. Не ругайся. Пошли. Вылью тебя. Все готов.
Ну что, как-то не замерз, я выдержал ночь. Без курток и штанов. Отправляемся на речку Айвекста на рыбалочку. Отправляемся мы, ребята, вот в эту точку. Вот сюда. Приехали? Приехали. Так, Север. Новенькая вертушка. У тебя супер ответственное задание. Наловить рыбы, короче, тебе надо. Дед ждет рыбы. А, у нас ее нету. Сказал, чтоб ты накоптил, вернее наловил. Коптить будем. Держи. Я не знаю, куда лучше. Кидай. Так. Подожди чуть-чуть. Подожди чуть-чуть. Вот теперь начинай крутить. Чтоб спиннинг немножко напрягался, чтобы ты чувствовал, что она вертится. Она вертится. Все отлично. Жди окуня. Нет. Мощная Айвекс, да? Айвекс, да. Небольшой кушарик. Тоже есть, да? Ну, выглядит, что так. Ну, либо это зацеп. Да, это зацеп. Таких окушков, наверное, будем выпускать. Ну, давай. Окуня на этой речухе много. Была бы вода повыше, поехали бы туда, за мосты, половили бы жереха с головлем. Низковатая вода, не пройдем на этой лодке. А вот там только что выход был, вот туда мы плывем. Или как говорить правильно, идем. Вот если мы на лодке рыболовной, Вот это уже есть. тянешь? Да нет. У меня ударчик был. Как будто ударило. Вот как думаешь, Север, если мы на лодке, на рыболовной, то мы ходим или плаваем? Ходим. Почему ходим? Ну, типа судоходство. Я думаю, от этого снова. Ну мы ж на рыбалке. Ну на рыбалке рыба что делает? Плавает? Не ходит? Ну, плавали бы мы, наверное, на байдарке. Видишь, как бы, если ты будешь на лодке плавать, то рыба может тебя за своего принять, ты же плаваешь. А если ты будешь ходить, то черт его знает. Ну, вчера было вроде хорошо, пока ходили. А вчера плавали. Видишь, я вышел на остров, походил, у меня ничего не было. Сейчас будем подплывать. Здесь такой травяной островочек есть. О! Что там такое было? У меня удар был. Блин, прикинь, так ударил, что вертушку перевернул. Перестала вращаться. Вот там идет такой островок из лопухов. Мель. Перед ним есть ямка. Там иногда сомик и щука бывает. И вот в конце островка тоже бывает щука хорошая попадается. Сейчас мы проверим, как сегодня. О! Ох ты, блин. Сорвался. Причем в траву. Затащил в траву. Ударил, подсекся. Есть? Ну да, но уже нет. Крепкая. Здесь такая фишка на этой реке,
что вот сейчас в том месте, где мы находимся, глубина около 2 метров, но растет высокая трава, и она, так как здесь довольно-таки такое хорошее течение, она вот так становится, и вот перпендикулярные проводки не очень хорошо, лучше продольные проводки делать. Тогда будет меньше зацепов. И хищник тоже стоит головами вверх по течению. Что, ударил жерех? Да, очень. Есть? Нет, Трава? есть, а есть. Ух ты, нифига себе, что-то большое у тебя там, Север. Нам- Он Да, нифига он себе, дефолтный. ну как, большой. Подымай аккуратно. Ну, по сравнению с вчерашним, абсолютно дефолтный. Ну, нифига себе дефолтный. Хороший окунь. Молодец. Так, ладно, на, держи, занимайся. Ну, нет, где-то 4 метра от берега. О, у меня тоже есть хороший. Нифига себе. Даже не знаю, что это. А, окунь, да. Даже меньше моего. А? Даже меньше моего, чувствуется как хороший. Они тут чувствуют, что сильнее немножко, чем на Даугаве? Да. Потому что они тут на течении живут. О, ударчик. О, есть. Но, парень, зачем ты? Зачем же ты клюнул, парень, паренек? Ох ты, хороший. Ну, конечно, говорю, по сравнению со вчерашними. Так, закусочка. Вот видишь, вот там вот большие камни на берегу. Вижу. Вот ты туда бросай. Там травы не растет, там невероятно глубоко. И вот там он 3 раза бил. Там жерех бьет. Он около этой травки стоит обычно. Какой звук? Ага, вон там. Смотри. О, сейчас будет, смотри, видел? Есть. Блин. Сорвался. Прямо около тех камней. Вот, у тебя хороший заброс вышел. Ну, давай. О, вот он. Вот он. Ха, у меня Есть тоже? Нет, Нет? сорвалось. Но это не он. Это просто Это небольшой, да, там были большие. Не, вполне возможно, что вот как раз таки эта дрянь не создала шума. Может, на поппер там немножко попробовать Вот постебать. мне тоже кажется, что он сначала бьет, потом не бьет. Около самого-самого берега. Что там, зацеп у тебя, да? Адский. Ну да. Такая трава, не слабая. Ой. Слабая, говоришь, трава? Нет, трава слабая, но там много. Куда ты там закинул? Фу, блин. Сломался североспиннинг, кончик сломался. Недорогой спиннинг китайский. Неоднократно убеждаю, что недорогие китайские спиннинги
быстро отрабатывают свою недороговизну. Хорошо, что не на каком-нибудь сплаве, да, Север, где не было бы. О, ничего себе. О, кстати. Тяни, тяни. Тяни, 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 тяни. О, хороший. Он очень Действительно, сильный, да. очень. Ну, здесь на течении такие. Ну, куда ты так под самый нос поднимаешь? О. Чтобы не втыкал. Бери в руку сразу. Ну. Молодец, красота. Ну что, продолжим операцию окунь. Не, на окуней везет на рыбалке. И вчера, и сегодня. Жереха нету пока. И даже не видно, чтоб он бил. Какой кошмар. Да. Ну, нормально. Чем Пакеш. Ну что, бери. это более-менее не малышня. Да, деда закоптит. Закидывай к остальным. Сейчас, А ты оттуда попадешь, можешь сюда не идти. Да, только Попал? прям головой, блядь. Ну, где вы, окуни? Где вы? А Жерех уже не интересует, отчаялся, да? Нет, ну, когда начнет бить жерех, тогда начнем жереха пытаться поймать. Сейчас пока, видишь, он себя не показывает. Что-то тут на течении не хочет, да? Там, где потише было, там лучше, не? Не шатай лодку. Садись. Вон, смотри, Северин. Бобер плывет. Где? Вон там. Видишь? О, рыли. Бебр. Бебра Кунгс. Ну давай, исполни номер хвостом. Где он? Вынырнет теперь. Красивое утро сегодня. Где-то очень далеко он, видимо, вынырнет. И фиг с ним. Вот как тут растет трава. И вот камни на дне стоят, видите? За этими камнями окуни и прячутся. Ну, вот такие большие валуны. Вот такие вот. Поэтому здесь довольно стрёмно плавать с мотором. Ну, вон он где вынырнул, далеко-далеко. Сначала окушок брал, активничал. С самого утра. Пчела, блин. Че у меня пчелы на лодку летят всегда? Однажды плывем с Игорем по Гауи, сплавляемся. Сплавляемся. Прям по центру реки. А в том месте как раз широкая была река. И пчела так по прямой с берега ко мне подлетает, садится на руку, чик, и просто кусает. Не знаю, зачем она это сделала. Ну, естественно, умерла, но жало осталось. Не берет больше. Все. Что делать, дорогие зрители? Будем пытаться ловить дальше. Покидаем. Если клев срочно не возобновится,
ветерок поднимается, то выйдем обратно в Даугаву, свернем налево и поплывем в сторону Даугавпилса, немножко потроллить. В тех местах я еще никогда не троллил. Вот по Даугаве, начиная отсюда и до самого Айскраукла, я троллил неоднократно, ловил, много мест знаю, а выше нет. Вот и посмотрим, что там за дно и что там за рыба обитает. Ну а пока пьем кофе и наслаждаемся утром. Прошлые выходные вот здесь, в этом месте, ровно здесь, где сейчас находимся, 3-килограммовую щуку вытащил. Вот она. Блин, всю ночь, ребят, высидел, не замерз, а вот сейчас дует в спину такой холодный. Поменялся реально ветер. С востока дует. Был юго-западный, а стал северо-восточный. Северо-восточный. Только подул северо-восточный, сразу клев и обрезало. У нас так и есть в Прибалтике. Клюет, клюет. Бах! Ветер поменялся. Все, рыбу как заколдовали. Особенно не любит она северо-восточный ветер. Не любит северный, не любит восточный. Северо-восточный вообще не любит. Самый лучший ветер — это запад, юго-запад. Отказывается, блин. Пройдем на дорожку. Может быть, найдем на вертушке по небольшой глубине. Может быть, найдем стайку окуня. Таким образом иногда можно поступать. Закидывай север на дорожку. Не хочет. Вот такие моменты, думаешь, может, надо было на мель ехать. А с другой стороны, а что мель? Там, наверное, было бы то же самое. Хвать, 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 хвать. Сменился ветер и все, до свидания. А может быть, жереха там поймали бы. Жереха примерно в это время в прошлый раз там поймали. Это 6:30. Или на мель съездить, что думаете? Что троллинг? Сколько мы еще тут потроллим? Совсем чуть-чуть. Тем более ветер как раз такой, что на мели не будет ветра. Да, наверное, надо на мель ехать. Окуневое время потратили мы на Айвексте, на речке, поэтому остается у нас только жерех. Жерех, щучка. Попробуем поохотимся немного. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, ну что, ребятушки, заплыли, подплыли к бережку. Ну, тут потихонечку начнем обрабатывать. Очень бы хотелось верить в то, что мы еще не все утро потеряли. И кого-нибудь все-таки нам удастся выманить. Жерех не бьет. Тишина. Видимо, очень не понравился рыбе внезапно появившийся северо-восточный ветрюга. Причем еще сильный. То есть давление резко поменялось.
какой штиль был вчера вечером, ну и ночью. Да и утром был штиль. И тут в какой-то момент раз, и все поменялось. Вот здесь на прошлых выходных жерех взял у меня. Все, река умерла. Нигде ни ударчика, ни всплеска. Если собираетесь на рыбалку и северо-восточный ветер, по большому счету можете просто приехать на речку и жарить шашлыки. А мне как-то так в этом году выпадало, по весне особенно, вот с Димой мы ездили, и как-то было так, что 2 или даже 3 рыбалки подряд был северо-восток. И с Янкой мы ездили в северо-восток. И такая глухомань. Кое-как там вымучил какую-то там щучку. Поехали на форель, тоже глухо. Вот что и дался, кто знает, ребята. И это только у нас здесь, на Балтике, или... О, блин, ну вот он, ну ударил. Дальше что, ну возьмешь? Хрен там. Ночевал. Жерех тут потихоньку, небольшой совсем, колупается. А окунь типа как будто бы испарился вообще. Как будто его тут вообще не было. О! Ну кто это? Щучка или окунь? Кто-то же все-таки напал. Ну, типа что он тут один тусуется? Сильно сомневаюсь. Опять кого-то тащу, маленького. Ну, как ты, бедолага? Как ты, бедолага, дошел до такой жизни? Это, наверное, совсем изголодавшие. Ага, вот он был. Блин, промазал. Ну, в смысле, как промазал? Он же бывает не мятликом своим, а бьет сначала. Он даже перевернул его. Хорошо ударил. Прям под рябиной под этой. Попробуем еще раз. Вроде не укололся. Вот там вот. О. Кушарик. Стоял там за деревом. А, нет, голавлик. Там окунь, щука и голавль. Да. Голавлик стоял за деревом. Я еще подумал, такой удар странный. Ну вот за той коряшкой. Смотрите, какой. Ой, извини, парень. Извини, иди. Под липу. Кидаем под липу. Опа. Опа. Прям с липы. Закинул на липу и прям с липы сбросил. Но даже этот сверхмастерский заброс не позволил добыть нам хищника. Ладно. Кидаю еще. Так, 1, 2, 3, 4, 5 забросов. И поедем. Последний заброс. После этого. О, тихо, спокойно. Стоп. Подожди.
Это был жерех, ребята. Ну давай. Это был жерех. У тебя не другая, я тебя поппера поставил. Нифига успел. Давай попробуем его выманить, Север. О, промазал. Да. Ничего, сейчас возьмет. У него еще есть возможность взять. Вот, ты видел? Это был не жерех, Север. Это был не жерех, да. Целиком выпрыгнула свечкой прямо. Ну, флюорокарбон у меня, не дергайся. Не дергайся, не дергайся. Щука. Нормальная щука, зачетная. Берем. Раз уж загружать коптилку, так загружать. Долго ее выманивал, блин. Так, ну что тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 окунев и щука. Поехали-ка, ребятки, в Ригу. Как, Север, тебе рыбалка в этот раз? Что, вообще хорошо, одна из лучших. Ну супер. Погнали? Да. На этой замечательной ноте мы прощаемся с вами. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Если он был интересный, то ставьте пальцы вверх. Если он был неинтересный, то ставьте палец вниз. Ну что, Север, попрощайся с пацанами. Да. Особенно с своим корешем, у которого ник Окунь, да? Окунь, да. Ну, отлично.